Нил начинается в прохладном высокогорье, среди тенистых лесов и горных вершин в самом сердце Восточной Африки. И течет на север, против течения всех великих рек. Добро пожаловать на канал «Дикая жизнь». Напишите в комментариях, из какой точки земного шара вы нас смотрите. Давайте вместе пройдем путь этой удивительной реки. От ее истоков до бескрайних долин. Эта река самая длинная на планете. Она разрезала голубой лентой континент на 6800 километров. Впереди путь, который пройдет через разные миры. От прохладных истоков, где зарождается Нил, до медленных теплых течений, где река становится частью пустыни. Мы пройдем этот путь вместе с ней, пробираясь через густые заросли, болота и саванны. Заглянем в темные глубины и поднимемся вместе с птицами над рекой, чтобы увидеть ее с высоты. В самом сердце Восточноафриканского Нагорья, на высотах между Руандой, Бурундией и Танзанией, сходятся первые горные ручьи. Тропические ливни окутывают склоны Ньонгве и горные хребты Бурунди плотной влажной завесой. Влага висит в воздухе и оседает на листьях африканского махагони тяжелыми каплями. А это греется на солнце бескомпромиссное воплощение этих скал. Антилопа клипспрингер. Она ходит на кончиках копыт, удерживаясь на почти вертикальных камнях, и легко стоит там, где не может удержаться ни один хищник. Вода горных потоков, подхваченная силами гравитации, несется вниз, сверкая серебряными каскадами в лучах солнца. Горные реки низвергаются многочисленными водопадами, прорезая в каменистых красноватых породах свой путь. Скалы выглядят так, словно их миллионы лет искусно вытачивал архитектор-ветер. Чем ниже спускаются потоки, тем быстрее они становятся. Сливаясь, они превращаются в Кагеру, бурную реку, уходящую дальше через зеленые холмы и саванны. Одним из ключевых источников Нила считается озеро Виктория. В его огромную голубую чашу, словно в живую колыбель, вливаются десятки потоков, питающих глубины чистейшей водой высокогорных рек. Перед нами водопад Мурчисон. Местные его называют Кабарега. С огромной силой поток Нила срывается в узкое ущелье шириной всего несколько метров, создавая просто адский напор в узком горлышке между скал. Здесь на протяжении миллионов лет не стихает грохот адского потока. Это один из самых мощных водопадов Земли, по высоте сравнимый с многоэтажным домом. Небо зорко сторожит африканский орлан крикун. Сила реки утихает за краем водопада Кабарега и сменяется более спокойным течением, создавая благоприятную среду для самых хрупких обитателей Нила. Шум постепенно стихает, уступая место мягкому шелесту трав и редким всплескам у поверхности. И здесь по берегам можно увидеть бабочек. Их привлекает влажная, насыщенная питательными веществами почва, пропитанная водяной пылью. Они собираются у кромки, едва касаясь крыльями мокрой земли.
Это Виктория-Нил. Здесь течение становится мягче, отражает небо и медленно плывущие облака. К берегу приходят животные, одни, чтобы напиться, другие, чтобы начать охоту. В воде появляется движение, легкое, почти незаметное. И через секунду из воды медленно показываются глаза и ноздри. Это нильский крокодил, опасный гигант подводного мира Нила. Его тело покрыто плотной броней чешуи, вдоль спины тянутся грубые, словно выточенные временем гребни, след его древнего происхождения. Он достигает 5 метров в длину и может весить до 600 килограммов. По размеру эти чудовища уступают лишь морскому крокодилу. Говорят, река никогда не бывает пустой, она просто умеет ждать. Его стратегия в ожидании. Он способен часами лежать у самой кромки берега, почти не выдавая себя. И вдруг молния. Резкий всплеск, один короткий рывок всем телом, захват жертвы, и ее уже стремительно утягивает в глубину. Опасность здесь повсюду. К воде подходят импалы. Они насторожены, вслушиваются в реку, где нет ни одного лишнего звука. Все решает одно мгновение. У местных народов крокодил никогда не был просто речным хищником. Он становился мифом, существом, вокруг которого рождались страхи и истории. И это неудивительно. Слишком тихий, почти незаметный, он появлялся внезапно и также внезапно исчезал. Для древних египтян он был живым воплощением самой реки, той силы, от которой зависела жизнь. Так возник Себек, крокодилий бог воды, разливов и плодородия. Его изображали то в облике крокодила, то как человека с головой зверя. Ему поклонялись не из любви, из страха перед тем, что скрывается в глубине. И в этом страхе была попытка договориться с рекой, которая дает жизнь и в любой момент может ее забрать. Река не просто кормит и убивает. Она выстраивает сложную систему, где каждое существо занимает свое место. Это нильский окунь, рыба, которая вырастает почти до 2 метров и может весить более 150 килограммов. Огромная пасть и выступающая нижняя челюсть — ее эффективное оружие. Окунь способен проглотить рыбу длиной почти в треть собственного тела, а иногда и больше. С возрастом он становится вершиной подводной пищевой цепи, охотясь на все, что может поймать. Его рацион включает не только рыбу, но и ракообразных, моллюсков и насекомых. Это универсальный хищник. Перед нами сикамора. Фиговое дерево – один из видов фикуса – фикус сикаморус. У воды антилопа находят любимое угощение – спелые плоды этого дерева, которое на протяжении тысячелетий сопровождает течение Нила. Ее ветви раскидываются широко, закрывая свет, а массивный ствол словно хранит в себе память этого ландшафта.
Но главное скрыто среди листвы — ее плоды. Снаружи они кажутся простыми, небольшими и почти незаметными. Однако внутри каждого заключен замкнутый мир, в который должна проникнуть крошечная оса. Единственное существо, способное запустить процесс опыления. Дерево и насекомое связаны настолько тесно, что не могут завершить свой жизненный цикл друг без друга. Без осы сикамора продолжит расти, но уже не сможет дать новое поколение. Тишина воды сменяется тенью листвы. В кронах деревьев замечаем быстрых верветок. Маленькие, беспокойные, почти не знающие покоя. У них есть разные сигналы тревоги. Одни крики предупреждают об опасности с воздуха, другие — о хищниках на земле. Чуть ниже, на открытых участках, можно встретить павианов-анубисов. Они проводят больше времени на земле и живут большими, организованными группами. Их основа — иерархия и взаимная поддержка. Вместе они защищаются и растят потомство. А в ветвях над ними гам и шум не стихают ни на минуту. Птицы перелетают с дерева на дерево, поднимая тревожные крики и мгновенно реагируя на любое нарушение спокойствия. А в высокой траве, недалеко от берега, почти ничего не видно, лишь едва заметное движение, за которым сразу следует тишина. Это охотится сервал, одиночный хищник, который выбирает сухую траву, камыши или заросли папируса. Он уже здесь, но его почти невозможно заметить. Сервал взрывается движением. Резкий прыжок, удар, и у добычи нет шанса. Чаще всего его цель — мелкие грызуны или птицы, скрывающиеся в траве. Он буквально выслушивает добычу и превращает звук в точку удара. Взрослый сервал способен подпрыгнуть почти на 3 метра вверх, в несколько раз выше собственного роста, и схватить птицу прямо в воздухе. Примерно половина его атак заканчивается успешно, и это один из самых высоких показателей среди кошек. Нил выходит на широкую равнину, где уклон почти исчезает. Здесь он больше не спешит, растекается, расползается, теряет четкое русло и начинает заполнять всю равнину. Реку Нил невозможно представить без ее огромного болотного разлива. Суд. В этих болотах река теряет больше половины объема своей воды. Она уходит в испарение, в растения, в саму вязкую ткань суда. В сезон дождей его площадь разрастается до десятков тысяч квадратных километров. Масштабов, сравнимых с целой страной, например, Хорватией или Чехией. В этом гигантском болотном море обитают сотни видов птиц. Белый пеликан, африканский аист-клювач, марабу, цапли, ибисы и множество других. Сюда стремятся огромные стаи перелетных птиц, находя убежище среди бескрайних разливов и густых зарослей. В этих местах есть растение, без которого сами болота выглядели бы иначе. Это папирус. Он поднимается плотной стеной вдоль проток.
Лодка идет медленно, стебли скользят по бортам, шуршат, закрывают проход и снова расходятся. Где-то впереди раздается всплеск. Из зарослей вырывается птица. Чуть дальше, прямо у кромки, другая осторожно переступает по переплетенным стеблям, словно по зыбкой земле. Под этой зеленой массой почти не видно глубины. Корни сплетаются так плотно, что со временем вода уходит вниз. И поверхность начинает держать вес. Она может прогнуться, качнуться и снова замереть. Проходы здесь не остаются надолго. Сегодня между стеблями есть узкий путь. Завтра он уже закрыт. Поток уходит в сторону, запутывается, исчезает и появляется дальше. В этих зарослях всегда есть движение. Папирус удерживает влагу, замедляет течение и постепенно заполняет собой все пространство. И именно здесь когда-то увидели в нем не только растения. Его срезают, укладывают, сушат, и из этих стеблей рождаются тонкие листы. На них пишут, передают знания, сохраняют память. Так одно и то же растение меняет сразу два мира. Здесь оно запутывает реку, а там впервые позволило человеку сохранить свои мысли. Мысли, записанные тысячи лет назад и дошедшие до нас. Но среди этого движения и постоянного шума есть те, кто почти не выдает себя. Это королевская цапля. Птица, будто пришедшая из другой эпохи. Она стоит на мелководье, высокая, почти метр ростом, возвышаясь над травой. Замирает, ожидая, когда жертва поднимется к поверхности. Ее главное оружие — терпение. Ее клюв тяжелый и мощный, им она способна схватить даже крупную добычу. Легкий всплеск, и внимание птицы мгновенно обостряется. Она пока остается неподвижной, но сосредоточенной до предела. Резкое движение, и добыча исчезает в мощном клюве. Здесь раскрывается уникальный живой мир, полный красоты, тайн и опасностей. Над горизонтом дрожит раскаленный воздух. Солнце медленно и беспощадно выжигает землю Африки. И где-то вдали, в редкой тени акации, отдыхает он — лев. Позади остались нильские бескрайние болота Судда, мир воды, тростника и скрытой жизни. Его присутствие меняет все вокруг. Это не просто зверь, а живая концентрация силы, власти и хищного превосходства. Его отличительная черта — грива. Плотная шерсть, окружающая шею, служит не только украшением, это защита, а также признак зрелости и статуса самца. Ни с чем невозможно спутать его грозный рык. Мощный инструмент воздействия. Он разносится на расстояние до 8 километров и буквально сотрясает воздух.
Львы живут прайдами. У каждого здесь своя роль. Прайд держит территорию на десятки квадратных километров. Любой чужак здесь — повод для боя. Самцы сходятся в схватках. Рык, удары лапами, пыль в воздухе. Победа дает власть и право на потомство. Охотятся львицы. Одна подбирается незаметно, используя ветер. Другая направляет жертву в ловушку. Когда охота заканчивается, первым к добыче подходит самец. Остальные остаются в стороне, сдерживая голод. Львята ждут дольше всех. Здесь все подчинено порядку. Самка приносит потомство и прячет его в укрытии. Позже львята возвращаются в прайд, где их принимают и учат выживать. Но даже здесь, в этом порядке, выживание остается испытанием. До года доживает лишь часть детенышей. Смена самца меняет все. Новый лидер может уничтожить потомство своего предшественника, чтобы не тратить ресурсы на чужие гены и быстрее передать свои. Это жесткий, но естественный механизм, в котором нет места жалости. И все же львы не сводятся только к борьбе. Самцы играют с львятами, позволяя им дергать себя за гриву и забираться на спину, принимая их без угрозы. С заходом солнца над африканской равниной прайд начинает движение. В этот момент саванна замирает, и все живое понимает — охота начинается. В африканских народах есть старая пословица: пока львы не научатся рассказывать свои истории, героями охоты всегда будут оставаться охотники. В этих словах особое отношение к зверю. Лев здесь не просто добыча и не просто хищник. Это сила, которую уважают. У влажной кромки среди сухой травы пасутся стада бубалов Джексона. Стройные, с вытянутыми мордами и изогнутыми рогами, они ведут к кромке разлива своих детенышей. Пространство открытое. Укрыться негде. И за стадом уже наблюдают гиены. Для молодых животных это смертельная угроза. Стадо вздрагивает. Бубалы способны разгоняться быстрее 60 км в час, и в одно мгновение пространство наполняется бегом. Но гиены не бросаются сразу. Они держатся на расстоянии, смотрят, выжидают. Им не нужно догонять все стадо. Достаточно одного ослабленного. Стоит кому-то оступиться, и он уже не вернется в стадо. Опасность никогда не исчезает. Она всегда присутствует и лишь меняет форму. У самой воды среди корней и темных проток появляется новый хищник — нильский варан. Солнце опускается, и дневной зной уступает место другому миру. Стрекот насекомых, далекие крики птиц, мягкий шорох в прибрежных деревьях. Варан выходит из укрытия среди корней и густых зарослей. Его путь лежит к воде. Он не спешит. Тяжелое тело скользит сквозь стебли, почти не тревожа их. Раздвоенный язык снова и снова пробует воздух,
Он не ищет глазами, он чувствует. Читает пространство вокруг, улавливая невидимые следы. Движение, тепло, слабость. Мир раскрывается перед ним иначе. Где-то рядом запах падали, где-то чужая смерть. Он поворачивает голову, меняет направление, идет туда, где шанс. Его ведет запах. У кромки воды на мгновение замирает и затем входит. Он плывет вдоль берега, почти не создавая волн, снова и снова пробуя воздух. Течение прибило тушу буйвола прямо к берегу. Теперь спешки нет. Варан получает свой приз дня. Он хищник и падальщик. Он берет то, что дает этот мир, и живое, и мертвое. Мощные челюсти разрывают плоть. Быстро, уверенно, без колебаний. Нельзя медлить. Здесь всегда есть те, кто готов отобрать добычу. Теперь он лежит в тени огромных речных коряг. Но через 2-3 дня он снова выйдет из укрытия. Туда, где вода встречается с травой, и каждый шорох может стать шансом. Он исчезает в зарослях, чтобы снова стать частью этого мира. Мира, где граница между жизнью и смертью проходит незаметно, и выживает тот, кто умеет ждать. Светлеет небо, потом оживает звук. Птицы просыпаются первыми. Их голоса наполняют воздух над водой, разливаясь над рекой и зарослями. С ветвей они видят дальше, чем все остальные. За полосой зелени начинается бескрайняя равнина саванн. И там, в мягком утреннем свете, появляются силуэты. Высокие, медленные, почти неподвижные на фоне травы. Жирафы Ротшильда. Один из самых редких подвидов жирафа в дикой природе. Сегодня их осталось около 1500, и большая часть популяции сосредоточена в Уганде и Кении. Они не привязаны к реке напрямую, но в жаркие месяцы тянутся к воде, туда, где всегда сохраняется зелень и есть влага. Медленно, шаг за шагом, они подходят ближе, к той линии, где заканчивается сухая трава, и начинается тень. Здесь они кормятся, растят своих детенышей. Пока одни опускают головы к листве, другие поднимают их выше, следят за пространством вокруг. Но даже в этом спокойствии есть напряжение. Между самцами уже начинается борьба. Шея — их главное оружие. Они сходятся друг с другом, раскачивая длинные тела, и каждый удар — это проверка силы. Победитель получает право остаться, проигравший отступает. Чаще всего такие поединки заканчиваются без серьезных последствий, но иногда цена оказывается высокой. Однако сейчас перед нами лишь тренировка. Движения еще не до конца уверенные, удары непредельной силы. Они только учатся, и впереди у них настоящие битвы за выживание. Жирафы медленно подходят к воде, словно чувствуя скрытую в ней опасность. Чтобы сделать несколько глотков, им приходится неловко расставлять передние ноги и тянуть длинную шею вниз. В этот момент они особенно беззащитны.
Вокруг собирается вся саванна. Антилопы, зебры, те, кто обычно держится в стороне. Но у воды границы стираются. Здесь они стоят рядом, объединенные жаждой, которая сильнее страха. У берегов смягчается жар саванны, и появляются бородавочники. Днем они медленно подходят к воде небольшими группами, пьют и сразу поднимают головы. Иногда достаточно одного пузыря, и все стадо отскакивает назад. Крокодилы не дают права на ошибку. Для грязевых ванн выбирают другое место — мелкие лужи, оставшиеся после разливов, вдали от глубокой воды. Там они ложатся в грязь, покрывая тело слоем глины, которая защищает от солнца и насекомых. Удивительная особенность — он кормится, буквально ползая на передних коленях. Несмотря на внешнее спокойствие, бородавочники всегда настороже. У реки опасность может прийти отовсюду. Львы, леопарды, гиены и даже крокодилы. Их единственная защита — скорость и мгновенная реакция. Взрослый бородавочник способен разгоняться до 50 км в час. При угрозе он срывается с места и мчится к норе. Хвост поднимается вверх, как черный флажок среди желтой травы, как сигнал для сородичей, чтобы не потерять друг друга. Свои убежища они находят неподалеку. Чаще всего занимают старые норы трубкозубов, и даже здесь у них есть своя стратегия. Заходя внутрь, бородавочник разворачивается и замирает головой к выходу, готовый встретить хищника клыками. Все решают секунды. У теплых берегов Нила, где течение почти замирает, лежат бегемоты, огромные, почти скрытые под поверхностью. Движение. Слышно фырканье, всплески. Большая семья бегемотов принимает воздушные ванны, уютно расположившись на берегу. Но это спокойствие обманчиво. Бегемот раздвигает воду, и становится ясно. Под поверхностью скрыта сила, готовая проявиться в любой момент. Кто бы мог подумать, но бегемот — большой любитель прогулок по зеленой лужайке. Он часто уходит от реки на километр и даже дальше. И там он уже не подводный монстр тихих вод, а настоящий садовник поймы, медленно выкашивающий прибрежную траву. На поверхности он медлителен, но в воде его движения меняются. Он не плывет, он отталкивается от дна и стремительно движется вперед. Каждое движение поднимает ил, скрывая его очертания. Рядом, у самой кромки берега, лежат крокодилы. Порой они подходят почти вплотную, но ничего не происходит. Ни напряжения, ни угрозы. Эти два опасных вида просто существуют рядом, не замечая друг друга. Река разделена между самцами. Каждый удерживает свой участок с группой самок. Когда другой самец заходит на чужую территорию, начинается немедленная демонстрация агрессии. Один поднимает голову над водой, широко раскрывает пасть, демонстрируя клыки. Второй отвечает тем же. Но если никто не отступает, начинается схватка.
Они сходятся резко. Многотонные тела сталкиваются в воде с глухим ударом. Пасти захлопываются, клыки скользят и врезаются в плоть. Вода мутнеет от взбаламученного ила. Поверхность больше не спокойна, она кипит. Всплески, удары, тяжелое фырканье, короткие рывки. Такие бои могут длиться долго. Только когда один из самцов теряет силы или уступает пространство, он медленно уходит, погружаясь в воду и исчезая в мутной глубине. А победитель остается. И река снова становится тихой, до следующего нарушения границы. Несмотря на размеры, бегемот подвижен и на суше. Он способен резко менять направление и внезапно ускоряться до 30 км в час. Именно это делает его особенно опасным. Он не подает сигналов заранее, просто реагирует. Для него лодка на воде не случайность, а вторжение. И здесь ошибки человека часто заканчиваются плохо. У берегов Нила среди этого движения можно заметить почти неподвижную фигуру. Это марабу. Высокая, немного сутулая птица с тяжелым клювом и внимательным взглядом. Он действительно не спешит. Может стоять неподвижно часами, внимательно следя за происходящим вокруг. Его интересует не сам процесс, а момент, тот самый, когда кто-то ошибется или ослабнет. И тогда он действует. Марабу не охотник в привычном смысле, он санитар. Его голая голова и шея — это не странность, а приспособление. Так он может спокойно добираться до падали, не пачкая перья. Он питается остатками добычи, рыбой, мелкими животными и всем, что оказывается доступным. С размахом крыльев до 3 метров и ростом до 1,5 метров это одна из самых крупных летающих птиц Африки. Но его сила не в скорости и не в атаке. Его сила в терпении. Он ждет. И почти всегда оказывается там, где заканчивается жизнь одних и начинается работа других. Звуки саванны, день отступает в прохладу, и в воздухе появляются ночные голоса. На суше правила меняются. У самого берега держатся водяные козлы. Это вид антилопы. Они не отходят далеко от реки. Здесь их спасение, пища и проще найти укрытие. Они знают, опасность всегда рядом. Самцы водяных козлов крупнее и тяжелее. Их выдают длинные, изогнутые назад рога, которыми они сторожат свой участок и не подпускают других. Но в их стаде важнее не сила, а выносливость и привычка к риску. Они почти не уходят от реки, пасутся, двигаются вдоль берега, держатся рядом с водой. Их шерсть покрыта жирным секретом, который отталкивает воду и дает специфический резкий запах. Он остается на коже и в воде, и хищники чувствуют его заранее. Иногда этого достаточно, чтобы не атаковать. При опасности они не всегда делают ставку на скорость. Вместо этого они уходят в воду,
иногда заходя по грудь и оставаясь там, пока угроза не исчезнет. Это не защита, это выбор, потому что в этих местах опасность есть везде, и на суше, и в воде. Еще один символ саванн, еще одно удивление. Это африканский слон, самый крупный наземный зверь планеты. Жаркое солнце заливает открытую саванну, и редкая тень деревьев почти не спасает от зноя. В этом пространстве африканский слон чувствует себя абсолютным хозяином. У взрослого слона почти нет врагов. Здесь, в саванне, его рацион прост, но огромен. Трава, листья, кора деревьев, плоды и корни. За сутки он может съедать сотни килограммов растительности. Интеллект слонов удивителен. Они помнят дороги, воду и лица. Но главное, они узнают самих себя. В одном из экспериментов слону поставили метку, которую он не мог увидеть без зеркала. И он коснулся ее, глядя на свое отражение. Это редкая способность, доступная лишь немногим видам на планете. Живут они небольшими семьями, которые держатся вместе годами. Во главе всегда матриарх, старшая самка, от памяти которой зависит выживание стада. Она помнит, где была вода в засуху, какие пути безопасны и куда можно уйти, когда земля выгорает под солнцем. Беременность у слонов длится около 22 месяцев. Почти 2 года. Слоненок рождается крупным, до 100 килограммов. И первые годы полностью зависит от матери и других самок стада, которые помогают его защищать и растить. Слоны переговариваются низкими, протяжными звуками, часть которых уходит в инфразвуковой диапазон и не всегда различима человеческим ухом. Эти сигналы проходят на несколько километров через открытые пространства саванны и позволяют стаду держаться вместе, даже когда его разделяют большие расстояния. Жара давит, воздух стоит, и солнце словно не отпускает землю. Но у слона есть свой способ справляться с этим. Он расправляет огромные уши и начинает медленно ими работать. Внутри них течет горячая кровь, и с каждым взмахом она отдает тепло ветру, охлаждаясь прямо на ходу. Эти движения почти незаметны, но именно они спасают многотонное тело от перегрева. Пока саванна выгорает под солнцем, слон сам создает себе прохладу. Слоны движутся по своим древним путям, медленно и величественно. Словно само время почти остановилось. Сегодня в Африке осталось около 400 тысяч слонов. Еще 100 лет назад по саванне бродили около 10 миллионов особей. За одно столетие континент потерял почти весь этот вид. Их стало меньше в 20 раз. И они продолжают исчезать. Мы прошли этот путь вместе. Замечали первые лучи солнца, медленно пробивающиеся сквозь влажный туман. Слышали грохот водопадов и чувствовали прохладу горных лесов. Заглядывались на гладь озера Виктория, ведь на закате оно становится зеркалом, в котором медленно гаснет небо. Пробирались дальше, через болото Судда, где густой, теплый воздух наполняется запахом сырости.
Мы двигались осторожно, чтобы не спугнуть, не помешать, не навредить. И проникали в пространство, где время течет иначе. Мы видели, как меняется река, как она ломает камень и как становится гладкой, почти неподвижной. Как дает укрытие и как отнимает его. Но в каждом своем состоянии она остается одной, живой. И в этом ее сила. В этом непрерывном, тихом пульсе. Нил — легендарная река Земли. Источник вдохновения для целых цивилизаций, который пережил миллионы рассветов и закатов. Она дарует жизнь африканским землям. Египтяне называли ее Итеру — великой рекой, источником плодородия и времени. На ее берегах выросли города, чьи имена звучат сквозь тысячелетия: Каир, Луксор, Асуан. Здесь поднимаются храмы и стоят пирамиды, у подножия которых время словно замедляет свой ход. Река несет не только воду, она несет память о людях, которые жили здесь, о животных, которые приходили к ее берегам, о мирах, которые сменяли друг друга. И, глядя на ее течение, понимаешь, она не принадлежит прошлому, она продолжается. Это был неизвестный Нил.